Нет, серьезно. Он закрыл нам ее, он нас замуровал. Итак, всем здравствуйте, уважаемые зрители. Всем привет. Вас уже больше сотни, дорогие подписчики. Нам очень приятно, что вы все с нами. Ну а сегодня мы решили записать полный гайд по игре Monstrum. И показать вам все 3 концовки этой игры. И начнем мы с самого начала. Несмотря на то, что в игре присутствует рандомная генерация комнат, у нас всего 2 варианта спауна. Первое место спауна — это вот такая вот комната, которая расположена у нас на 3-й палубе. 3-я палуба — это такие вот страшненькие зелененькие коридоры, и мы не забываем брать фонарь. И обязательно предохранитель. Потому что предохранитель нам понадобится. В принципе, мы можем понимать сразу по стенам и по двери, где мы находимся. Основной ловушкой на нижних уровнях является пар. В принципе, его можно закрыть. Если этого не сделать, он может ранить, а может и убить. Так что это довольно неприятная вещь, если вы убегаете. Однако помните, что закрывая пар, вы можете привлечь монстров звуком. Второе место спауна — это 5-я палуба. Здесь, как мы видим, деревянная дверь, такие достаточно, более уютные коридоры. С поручнями, да, с маркировочкой. Да, вот 5-я палуба, как мы видим. Здесь одним из наших врагов является камера. Эта камера нас засекает, раздается вот такой очень мерзкий отвратительный сигнал тревоги, да. Единственный способ — это уйти с зоны видимости камеры. Камеру достаточно легко обойти, однако если вы все-таки попали в ее поле зрения, и она сработала, к вам со всех ног побежит монстр. Чтобы обойти камеру, собственно, достаточно просто не попадаться в поле зрения. Если мы выглядываем, камера нас не видит. Мы можем встать под камерой, таким образом мы можем легко... слепая зона, но стоять тоже долго не надо, надо идти. Итак, следующая ловушка. Это вот такие вот металлические пластины, которые, по сути, должны являться, видимо, не знаю, слабым местом пола. Гнилые доски. Если вы по ним пробегаете бегом, вы их проваливаетесь. Да, чтобы этого не делать, нужно достаточно пройти просто пешком. Спокойно проходить. Всего корабль разделен на 8 палуб, на которых можно встретить 3 типа комнат. Первый тип комнат — это самые обыкновенные каюты или же инженерные комнаты. В них редко попадается что-то хорошее. Хотя в этот раз мы нашли там рюкзак. Да, но обычно там предметы вроде зажигалок, светящихся палочек и так далее. Вот второй тип комнат — это закрытые комнаты, которые, для открытия которых нам понадобится наш предохранитель. Их довольно легко узнать, у них всегда одна и та же металлическая дверь. Вот она открыта, как видите. Чаще всего в них бывают, по идее, должны быть предметы классом повыше. Вот. Чем просто палочки и посуда. То есть предметы, необходимые для побега. Вообще, генерация пока что достаточно косовата. Еще один тип комнат — это совсем закрытые комнаты, которые нам поможет открыть монстр. В них можно бросить любой предмет, который издает звук, но надежнее будет предмет с перманентным звуком, например, тут таймер для варки яиц или радио в данном случае. Мы просто подходим, включаем, бросаем и ждем в ближайшем безопасном месте. Ох, плохо. Давай. Вот. И выключи фонарь. Затем мы просто возвращаемся. И, как видите, наша комната открыта. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет, он поломал наше радио. И в ящиках ничего нет. Здесь нет ящиков. Отдельной локацией на карте у нас являются контейнеры. Это довольно-таки неприятное место. Тут можно найти много хорошего. А можно ничего не найти. А можно не найти. Можно натолкнуться на монстра, к примеру. Вот у нас тут лежит второй фонарь, который нам, в принципе, и нужен. Также можно заметить, что некоторые этажи у нас обесточены. То есть освещения в них нет. Чтобы его включить, необходимо найти коробку с предохранителем и засунуть туда его. Гениально. И да, включить. Включаем питание и все, соответственно, у нас включается свет. У нас включились опять камеры, которые не имеют никакой функции. Да, будем надеяться, что она появится. Вообще-то, по идее, я думал, что и камеры на обесточенных этажах не должны работать. Камеры на обесточенных этажах вполне себе работают. В игре у нас представлены предметы нескольких видов. Первое, самое очевидное, это, конечно же, фонарь, то есть светящиеся предметы. Функция предмета у нас отображается в инвентаре, вот такая вот маленькая иконочка.
Светящиеся предметы это у нас глоустик и фонарь. Далее у нас идет вот такая вот иконка с динамиком. Этими предметами мы можем отвлекать монстра. Так и не бросай сюда на палубу, брось вниз, пусть туда бежит. Да, я не собирался. К примеру, мы заводим наш таймер и бросаем его вниз. Такой же функцией у нас обладают чашки, бутылки. Перманентный звук у нас создает радио И таймер. да. А дальше у нас идет вот такой вот предохранитель, который, как мы можем видеть, под ним значок ключа. Обычный значок ключа нам говорит, что с помощью него можем попасть в закрытую комнату. Значок гаечного ключа, который тоже здесь присутствует, означает, что этот предмет поможет нам сбежать с корабля. То есть необходимо. Мое сердце остановилось сейчас. Вот у нас наш таймер сработал, да. Я надеюсь, что он побежит туда, а не к нам. То есть с помощью этих предметов мы можем сбежать. Дальше последний, нет, не последний тип предметов. Вот такой вот значок стоп. Он означает, что с помощью этих предметов мы сможем ненадолго задержать нашего монстра. Это, собственно, огнетушитель, это сигнальная ракетница. Ну и последний, пожалуй, тип. Это предметы, с помощью которых можно развести огонь. Это, конечно же, канистра с бензином. Ну и, разумеется, зажигалка. Сейчас все это у нас красиво загорится. А потушить это можно? Потушить, я думаю, можно, но оно лагает. Вот мы сейчас это попробуем потушить. Огонь, конечно, жутко... сейчас сами загорится. Да, огонь из огня игра жутко провисает. Но похоже, что мы тушим все-таки, да? Нет. Вот да, мы потушили огонь. Или он сам потух, я уж не знаю. Зажигалка. И зажигалка у нас осталась. Один из достаточно редких элементов экипировки — это рюкзак. Он выглядит вот так. Большая оранжевая штука. И он добавляет в наш инвентарь 2 слота. Ну, их было 6 и стало 8. Да, это логично. Он спаунится, к сожалению, не всегда на карте, и у него нет фиксированной точки спауна. Он может быть абсолютно где угодно, как в закрытой комнате, так и в совершенно открытой На каюте, палубе да. тоже может быть, в общем, любое место. Вещь довольно-таки полезная. К числу необычных предметов можно также отнести вот такую вот сигнальную ракетницу. Пугач. Пугач, да, или кольт. Вот такой вот она... Она спавнится обычно где-то в контейнерах рядом с вертолетом, но если Реже там... бывает в закрытых комнатах. Да, если нету... Что она может делать? Можно, в Как принципе... видите, ей можно сделать все, что угодно, судя по значкам. Ей можно шуметь, ей можно гореть. И ей можно поджигать. С какой стороны? Ой, осторожно, ты сам не загорись. Сейчас мы подожжем. Вот. Только ему-то от огня, я думаю, не особо страшно. Некоторые предметы у нас спавнятся в большем количестве, чем необходимо. Как, например, здесь мы можем видеть 2 батареи. Хотя по сюжету нам нужна только одна. Это сделано на тот случай, если второй экземпляр находится в труднодоступном месте, например, у вас нет предохранителя, или вы не можете уговорить монстра открыть вам комнату. Ну или если вы его в порыве ярости выбросили. Рассорете где-нибудь, например, выбросили за борт, или просто где-нибудь потеряли каким-то образом. Также в игре у нас присутствуют записки, всего их 10. Они спавнятся в различных комнатах. Мы вот тут собрали их все. Но игру на самом деле мало пройти 2 раза, мало пройти 3 раза, чтобы собрать их все, потому что у них какой-то спаун очень странный. Странный. Их на самом деле довольно трудно заметить, но если вы внимательно смотрите, то они запрятаны нехитро, они лежат на столах, на полу. Они, по идее, должны прояснять историю, но что-то не особо. Да, как не очень из них понятно все равно, куда все делись, что произошло. Ну, или мы просто плохо вчитывались. В игре у нас 2 монстра, но на игру рандомно выбирается только один из 2, это подтвердил разработчик. Да, мнения это что-то расходились, но тем не менее это именно так. Вот первый из них, это Громила, он уже идет к нам, вот может такой вот, по лестнице подняться. Большой, со светящимися глазами, оранжевый, топающий, пыхтящий монстр. Он не хочет спрыгивать. Он довольно медленно бегает, да, он не любит спрыгивать. Да, он ходит только по коридорам, перемещается как нормальный человек. Собственно, от него довольно легко укрыться. Если вы не совсем с проблемами. Его достаточно легко заметить, потому что его эти глаза как фары. Да, и топает он тоже довольно-таки громко. Итак, второй монстр у нас это вот такой вот полиэтиленовый целлофановый парень по имени Охотник. Ну так, во всяком случае, утверждает разработчик. Он у нас перемещается как по вентиляциям, так и просто по коридорам, но чаще, конечно, он вылезает из решеток вентиляции. Он гораздо быстрее и гораздо лучше
в плане ориентации, чем Громила. Его труднее обойти. Он тоже открывает двери. Ему обычно предшествуют серые пузыри, которые появляются из стен, из потолка. Как только мы проходим мимо них, он оттуда вылезает. Ну, самая, конечно, засада, что он вылезает из вентиляции, а сейчас он вылез у меня из воды. Да, Первый просто раз появился. на палубе появляется. От монстров можно прятаться в шкафах, но это делать следует в крайнем случае, когда за вами гонятся, а не когда вам просто показалось, что сейчас будет что-то плохое, потому что... Это производит шум. Во-первых, это производит шум, во-вторых, они не уходят. Они очень долго тусуются рядом. И могут открыть шкаф, вот как И сейчас. могут открыть шкаф. Но в таком случае вы можете убежать все еще. Да, вы можете убежать. Вот, видите, это не приговор. Также можно прятаться под кроватями. Да, И в тумбочках, кстати говоря. Также монстров можно нейтрализовать на короткий промежуток времени. Для этого можно использовать специальные предметы. Как огнетушитель. Делается это просто. Вот так. Это дает нам несколько дополнительных секунд для побега. Итак, друзья, как вы, наверное, уже поняли, главная цель игры — это, собственно, сбежать с этого корабля. Для каждой концовки нам необходим свой уникальный сет вещей, и в каждой концовке нас пытается проводить монстр. Ну, в этом видео мы покажем вам все 3 возможные концовки, а всего их 3, да. И первым, и, на мой взгляд, самым легким путем отхода является подводная лодка. Для нее нам нужно, вот, как это называется? Сварочный аппарат. Сварочный аппарат, мы должны ее подчинить. Как это само происходит. Для нее также нам потребуется фонарь. Почему-то один, хотя по сути тут 2 места. Подождите, я Да, мы вот на это не подписывались, я ничего не вижу. Как видите, монстры начинают беспокоить нас уже, когда мы приходим сюда. Еще один предмет — это батарея, мы вставляем ее. И остается нам Ну, в общем, как ставить предохранитель. мы видим, что наша лодка готова, осталось только включить питание. Да, здесь предохранитель у нас является обязательной вещью. Да. Так. Мы вставляем предохранитель. Включаем питание. Потрясемся немного. Включаем питание, мы нажимаем на кнопку. Начинается обратный отсчет. Все, что нам осталось сделать, это, соответственно, бегать от монстра. Да, потому что сейчас начнется самое интересное. Здесь загерметизировать двери. Вы видите, но монстра это не остановит. Наша задача продержаться, ну, уже минуту 40. 5 секунд, 6 секунд, 5 секунд. Все у нас хорошо. Теперь мы должны нажать вторую кнопку. Нажали? И все, да. И Теперь мы бежим к должны субмарине выехать. и нажимаем F. Ура! Вот такая вот у нас концовка с подводной лодкой. Очень эффектная концовка. Да, пожалуй. Мгм. И еще один способ побега — это плот. Для него нам необходим скотч, цепь и насос. Мы вставляем, собственно, цепь в кран, при этом стараясь не спровоцировать Стараясь не умереть. монстра, который очень нас не любит. Также нам потребуется скотч. Мы вытаскиваем наш плот. Еще нам потребуется, чтобы нас не убили. Да, это довольно трудно на самом деле. Мы заклеиваем, Одним движением. да, и начинаем накачивать наш плот. К сожалению, мы не можем смотреть по сторонам в этот момент. Да, довольно обидно, но Мы можем отрываться от качания, по-моему, нет? можем. Почему нет? Мне кажется, что там Да нет, там все хорошо. внизу возможно. Возможно. Ты до конца откачал? Да, да. Я выбрасываю насос. Он мне больше не нужен. И осталось мне только самое сложное. Мы двигаем наш плот. А мы включили? А, энергия включена. Энергия тут всегда включена. Главное здесь, чтобы нас не схватили. Это сделать довольно-таки трудно. До упора налево. Да, и затем вниз. Мне кажется, он занялся радио, которое мы выбросили на палубу ниже. Я очень надеюсь, что он им занялся. Это было бы очень мило с его стороны. Стонары. Стонары, да. Мы Ага. двигаем плот наверх. Нет, мы не двигаем плот наверх. А, Я его прицепил, но вот видели? Еще один баг в список. Ты смотри, что там происходит потихоньку. Вот, Потому что да, по-моему, просто музыка залагала у нас. Может быть и нет. Ух Нет, ты ж, нет, матушка. это не музыка залагала. Это... Итак, мы опускаем наш плот до Мы не упора. умираем, не умираем, не Мы умираем. не умираем. Самое Сейчас главное... комплект, самое главное, не нужно прыгать вот здесь, потому что очень хочется. Да, тут
на самом деле есть такой соблазн. Нам необходимо Найти бежать лестницу. вниз. Мы выходим и, собственно, ищем, с какой у нас стороны был плот. С той стороны. Он был с той стороны, да. Мы идем к нашему плоту. И все, что нам останется сделать, это уехать с этого корабля. Вот наш плот качается, мы нажимаем, открываем, и вот такая вот концовочка, да. Вот она, родимая. И еще одна концовка, самая хардовая, хотя самая халявная в плане предметов, и это вертолет. Самая хардовая, поскольку здесь нужно дофига всего сделать. Самая легкая, потому что нам нужны только щипцы и ключи. Ключами открываем вертолет, а щипцами нам нужно резать. И резать. Да. Но, тем не менее, нам понадобится заправить вертолет, что на самом деле не так-то легко. Это не совсем нелегко. Сначала нам нужно перерезаем канаты, которые держат у нас вертолет, потом мы открываем ангары. У нас здесь 8 или 6? 8. 8, да. В одном у нас лежит... Ох ты. В одном у нас лежит... Один из редких предметов. И вот И начинается, да. Начинается погоня монстра. Ой-ой-ой. Побегушки, как всегда. Итак, в одном из контейнеров у нас лежит... Канистры с топливом, канистры которыми с мы должны заправить топливом. вертолет. Пожалуйста, пройдемте далее. Также нам понадобится насосная установка. Лучше не надо ее сейчас вывозить, потому что за нами все еще бегут. Идет монстр. Да. Сейчас за нами будут бегать с самого начала, как... Итак, насос. Мы вывозим нашу установку поближе к вертолету. Так, чтобы можно было подсоединить шланг. С ужасными звуками. Все Да, происходит. при этом мы пытаемся мы не попасться монстру. А давай-ка мы подсоединяем шланг вот к отверстию. мы его берем запястьем. Да, теперь... Не бегай лучше. Хорошо, я не буду бегать. Хотя он я все равно возьму. придет. Да, он по-любому Нет, здесь последний. придет. Или не последний, блин. Вот в что. последней с той стороны, в одном из ангаров у нас непременно есть канистры, так что... Выбросили щипцы, так что... Да, мы остается только И фонарь. заправить. У Но тебя не после хватит этого... одной канистры. Господи. Слушай, я мог их по очереди. Ну ладно, неважно. Ты больше не Мы успел. берем канистры. У нас, по-моему, 2 канистры. Да, нужно 2 канистры. Но на этом приключения не заканчиваются. Они только Потому что- начинаются. Да, после заправки. Вот, мы заправили вертолет. Теперь необходимо включить. Вот. Мы включаем помпу, И вот этот вот. Откроем сразу вертолет. а мы открыли вертолет. Мы открыли вертолет. Этот индикатор у нас показывает, сколько нам осталось. Тут где-то, я думаю, также 2 минуты ждать нужно, чтобы монстр не разломал этот насос. Это задание не из легких. Потому что почему-то консоль, по-моему, подводной лодки у нас ни разу не ломали, Да, вот здесь... а помпу вот ломали. В таком случае, да, приходится искать другой путь. Но вот я со своим кольтом, сейчас со своим дартом, да, здесь буду охранять свою помпу, потому что делать-то больше, собственно, здесь нечего. Остается только... Времени тут примерно столько же, наверное, минуты 2. Да, вот она довольно медленно ползет. Собственно, вот последнее мгновение у нас. Вертолет сейчас заправится. Все. Вертолет Готово? заправлен. Да, скорее всего, сейчас нам напишут. о том, Task что- completed, все. Да, нам в журнале написали, что пора отсюда убираться. И все, мы заходим в наш вертолет. И вот такая вот у нас Ещё концовка. одна эпичная Да, концовка. с вертолетом. Она довольно-таки сложная, но тут опять же очень много зависит от везения, как и вообще во всей этой игре. Ну что ж, друзья, мы сказали, наверное, все, что можно об этой версии. Ну, если вы знаете чего-то, чего не знаем мы, вы можете писать об этом в комментариях. Ну а если вам понравился наш гайд, то вы можете поставить ему лайк. А если вы хотите видеть наше видео дальше, то вы можете подписаться. Но это еще не все. В качестве бонуса мы решили показать вам пару эпичных багов. Который, собственно, и объясняет, почему игра находится в раннем доступе. Еще один достаточно редкий предмет — это рация. Она спаунится обычно в закрытых комнатах, ей можно отвлекать монстров. Как это работает? Мы бросаем... Одну Рацию. рацию. Она Текстура. проваливается у нас сквозь текстуры. Замечательно. Ну вот тут нет, она не открывается. Закрой ее от греха подальше. Вот что... Ну как-то же можно... Почему он ее не может выломать, или я не знаю, ну...
Да. А, нет, серьезно. Он закрыл нам ее, он нас замуровал. Я без шуток, серьезно, что ли? Да, он нас замуровал. Ты можешь что-нибудь подложить туда? Немножечко аккуратно. А, нет, вот он. Он залез, все хорошо. Все, он здесь. Ух ты! Нет, ну вот нам не повезло. А, нет, нам повезло. Ой, матерь божья. Нам повезло, а вот как-то, да, игра еще плохо оптимизирована, на мой взгляд. Вот эти вот страшные баги. А, так это не он выломал дверцу. Это не он, это разработчик выломал дверцу. Друзья, мы вот... Мы ничего вот сейчас не делаем. Я не знаю, мы сидим и смотрим на это. Мы не трогаем ни клавиатуру, ни мышку. Это... У нас, по-моему... Ему надоело, я не знаю. Он вылезает Он вылезает, или не вылезает? брюки превращаются, что здесь происходит? Он должен был... Вот он лезет. Вон Ну, он. мне кажется, у него Он- какие-то трудности сегодня. Есть немножечко, по-моему. Ребят, Ну, как-то ему надо помочь. возможно, я... Не надо, пожалуйста, Вот он пошел, все хорошо. куда он пошел? Нет, он не пошел, мне кажется, он не может выйти оттуда.